Горица, Москва. Памятник Пушкину. Вот такой тихий, спокойный центр. Памятник есть. Это парк Горица. Православный храм. Попить воды. Жизнь кипит. Ну вот тот самый центр. Пальмы, которые так удивили Илью. Сейчас октябрь, снега нет. Все зелененькое. Да, те же столбики, парковочки. Ну, такой центр. Хотя, что же он хотел? Сам говорит, что в мировую весь город разбомбили и хочет какой-то архитектуры. Ну зачем тут архитектура? Кстати, до центра он так и не дошел. Обычно центр города венчает собой какая-нибудь площадь. Обязательно с фонтаном или с памятником с большим. Сейчас мы дойдем. Я вам покажу центр независимости. Самый, наверное, центр Подгорицы. Тут у нас выборы были в прошлые выходные. 13 кандидатов всяких партий разных висят на всеобщем обозрении. А вот она и площадь. Вообще этого павильона на постоянку нет. А, книжная ярмарка какая-то. Фонтан спрятали внутри павильона. Очень интересно. Давайте зайдем, посмотрим, что там. Да. Книжная ярмарка. Удивительно. Среда. Где-то полдень. Куча народу на книжной ярмарке. А вот за этой загородкой, ага, вот тут спрятан фонтан. Также на площади кафешки, люди сидят. В рабочий день нормально. Хард-рок кафе. Пешеходная улица с деревьями, красивая. Вот здесь под Новый год ставят большие такие звезды, у которых все фотографируются. В общем, вот такой тихий, спокойный центр Подгорицы, зеленый. Какие-то выставки, плакаты, люди ходят. Я вообще тут удивляюсь людям, как они ходят в рабочее время. Когда они работают, непонятно. Вот она, улица пешеходная. Даже специально шлагбаумом закрыта. Байкеры собираются. И вот на этой улице тоже куча кафешек. Все не пустуют. Совершенно не пустуют. Черепица. Да, знаменитая черепица. Какие-то маленькие домики. Ну нет, конечно, и архитектуры, нет изысков архитектуры, но миленько, аккуратненько, более-менее чисто. Еще одна улица пешеходная. Там тоже пешеходная улица. Ну, в общем, такой вот центр пешеходный с кафешками. Ну, какой-то корабль красивый. Деревца прям в бочках. Надо было в воскресенье идти утром. Тогда тут вообще пусто-пусто, никого нет. Ну, а в будний день люди наслаждаются трудовыми буднями. Да, вот так вот он шел с той стороны, разглядывал домики. Ну, какой-то, да, пластик, стекла, маленькие домики с черепичной крышей. Ну, все зеленое. Аккуратный трафик, конечно. В будние дни тоже больше, чем в обычные дни. Машин много. Жизнь кипит. Вот тут еще одна площадь. Цирк Аргентины называется. Фонтан сегодня почему-то не работает. Но обычно работает фонтан. Это стадион, где проводятся официальные футбольные матчи сборной Черногории. Ну и местных команд. Тоже вокруг кафешки. Люди сидят, работают. Ну, какие-то здания. Вот это
банк. Там тоже банк. Вообще по всему городу разбросаны вот типа таких фонтанчиков, в которых вполне можно попить воды. В каждом парке тоже такое есть. Очень классно для бегунов. Бежишь, попил. Немножко отойдем от центра. За спиной у меня как раз справа площадь Цирк Независимости. А здесь какой-то спальный райончик. Да, даже тут сегодня людей очень много. Вот сюда он тоже заходил. Памятник бомбежкам. А вон та женщина на стене. Это погибшая, по-моему, журналистка. Очень много в Подгорице муралов, посвященных разным людям и событиям. Есть вот такие дворики тоже в центре, закрытые. Вход через арку. Здесь на стене тоже какой-то мурал какого-то чувака. Памятник Пушкину Александру Сергеевичу на месте стоит. От горечки парк. Дозволено фотографирование. Ну, раз дозволено, значит идем. Парков в Подгорице очень много. Есть 3, в которых можно бегать. 3 больших. И куча всяких отдыхательных. Таких вот с деревьями, с лавочками. Очень зеленый город. Даже зимой. Сейчас октябрь. Но очень жарко. Даже пасмурно, но все равно. Пока дошел, запыхался. Тут тоже фотозона, товарищ что-то снимает. А вот тот самый мост и тот самый памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому. Пусть подарок из Москвы, пусть, но факт, памятник есть с гитарой, вот, и с черепом. Даже цветочки кто-то носит. Вообще странно, не слышал ничего от черногорцев про Высоцкого, но, видимо, старшее поколение что-то про него-то знает. Так, а вот эта вот инстазона, ну, конечно, она уже подстерлась, хоть ее и обновили весной, похоже. Но природа, погода делают свое. Река Марача и мост московский, мост пешеходный. Подгорица, Москва. Уровень воды в реке чуть подспал после дождей. Она поднялась где-то аж на 6 метров и была достаточно мутная вода. Вот, но сейчас все такое зелененькое и просто красивое. А в солнечные дни прям такой цвет воды обалденный. Люди гуляют по парку, ходят по мосту. Красота. Вот там на той стороне тоже парк большой с лавочками. Негушев парк. Вот такая красота Подгорицы. Ну и облака тут, конечно, бесподобные почти каждый день. Мост подсвечивается часто разными цветами по разным событиям, праздникам. И фиолетовый, красный, зеленый, желтый. В общем, на все цвета. Но солнце в Подгорице не всегда. Бывают и такие дни. Затяжные дожди. Это Римская площадь. Вон тот самый храм видно. Можно сказать, тоже центр. Как и положено, фонтан. Стеклопластики. Никакой архитектуры. Кафешки. Вот примерно так вот. Вот он, тот самый известный православный храм Подгорицы. Я вообще не люблю храмы, поэтому внутрь заходить не буду, но показать стоит. Красивая штука. Камни
Красивые, необработанные. И с фресками, или как их назвать. Какие-то святые, видимо. Вокруг жилой квартал и горы. По всему периметру такие необработанные камни, не только с фасада. Так что сделано очень круто. Ну и чистенько. С храмами у меня как-то не сложилось. Не люблю я их. Чувствую какой-то дискомфорт внутри. Не знаю. По всему городу велодорожки, и люди пользуются, ездят на велосипедах. Я бегаю по ним иногда. Красивый такой зеленый город. Вообще, что Илья хотел от Подгорицы? Город с населением едва ли 200 тысяч. Есть все самое необходимое. Торговые центры, кинотеатр один, театр, музей. Все для людей. И вот самое забытое место, самое классное место в Подгорице. Выглядит примерно вот так. Большой круг, маршрут 2,5 километра. Здесь сразу около входа есть какой-то бар, где народ постоянно тоже тусит. Но в основном, конечно, люди просто гуляют по парку. Сейчас немножечко пройдемся. Это малый круг, который слева на карте. Он достаточно пологий, без горок. Многие ходят здесь. Также в этом парке находится мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Здесь по праздникам привозят пушки и делают залп. Вот такой мемориал. И внутри там как бы похоронены воины, защищавшие Черногорию во время Второй мировой. Кто-то снимает с дрона, но у меня дрона нет, поэтому будем снимать с рук и с ног. Очень много лавочек в парке. Он работает круглые сутки, на ночь не закрывается. Мы как-то тут бегали в ночи. Вечерняя пробежка. Давай назад. Парк Горица. Первый раз бегаю в такую поздноту. Время около 11 вечера. И даже в полночь люди продолжают сидеть и наслаждаться отдыхом. Чуть впереди, перед подъемом на горку, еще один бар. Там подают очень классное крафтовое пиво «Мамут» местное. Но сейчас, как видите, воскресенье, все забито. Также здесь есть веревочный парк, начиная от совсем маленьких детей до повыше, покруче, посложнее. Тоже все работает, выдают оборудование, детям каски, и дети ползают здесь. Не зря я упомянул про круг 2,5 километра. Здесь часто проводятся беговые соревнования, просто забеги. Например, на 10 километров я здесь участвовал. Но вообще трасса сложная, потому что сначала идет вверх, такой подъем непростой, но зато потом можно лететь вниз, прям как на крыльях. Также здесь 1 января я 2 раза участвовал в забеге обещаний. Или в забеге желаний, наверное, обещаний. Обещал себе пробежать марафон и пробежал. Еще здесь на горе находится такой домик
пожарной службы. Иногда тут пожарная машина еще стоит. На всякий случай, потому что лес, бывает, что горит. Склоны горят. Хоть и горка, но парк замечательный, красиво. Свежий воздух, пахнет хвоей. По ночам горят фонари, так что можно бегать. Да и просто прогуливаться в любое время суток. Лес хвойный, так что даже зимой тут всегда все зеленое и красивое. Очень классно здесь гулять. Сейчас дойду подальше, там откроется обалденный вид на город, на частный сектор, район Загорич и на горы. Начинается открытое пространство. Погода сегодня отличная, поэтому видно далеко и очень красиво. На самой вершине даже вот есть какая-то площадка, типа футбольная. Можно зайти поиграть в футбол. Ну, там, собственно, играют. В общем, незаслуженно забыл Илья упомянуть. Это достопримечательность Подгорицы. Одно из самых первых мест, которые мы посетили, когда только сюда приехали. Очень классный парк. И закаты красивые, и восходы, и под дождем, и после дождя. После дождя на дорогу могут выползти черепашки. Бежишь себе, а они ползут. Очень мило. Вот он, Загорич. Там тоже какой-то парк у них лесной. Прям достаточно большой. Ну и горы, горы. Наверное, самая верхняя точка. Вот такой вид открывается. Вот такая вот красота. Вот какой-то такой парк. Самый большой парк в центре города. По-моему, достоин любого упоминания в любом обзоре про Подгорицу. Или Подгорицу. Кому как удобнее. Как я говорил, в парках обычно питьевые фонтанчики стоят. Этот парк не исключение. Можно попить воды. Ну, иногда можно, да. Рядом с парком находится еще небольшая церковь. Ну, если кому интересно. Вот такая. В целом хочу сказать, что да, для туризма город не очень интересен, но зато жить здесь замечательно.